Здравствуйте, с вами Рина Преображенская и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы себя и жизни, новый эфир которого я хочу посвятить еще одному важному разговору на основе моих наблюдений жизни рядом со мной. Толчком для этого разговора стали ситуации, которые я сегодня наблюдала в банном комплексе. Я обычно говорю на те темы, которые, так скажем, прям цепляют. И сегодня я как раз увидела такие сцены, которые являются последствиями тех искажений, которые сейчас происходят в нашей жизни. Стоим под душем. Рядом со мной стоит девочка лет где-то 10, наверное. Рядом с ней, прям под душем девочка моет голову, рядом с ней мама стоит, наблюдает, пытается ей там как-то помогать. И там еще тоже и их знакомые стоят, тоже мама с дочкой. Они мылись вместе. Так вот рядом со мной девочка стоит, моет голову. И ей мама говорит: давай я тебе помогу промыть голову. У нее длинные волосы у дочери. Она: нет, я сама. А она, значит, хорошо, отходит, стоит. Потом говорит: ты плохо промываешь. Я же, говорит, вижу, ты не стоишь под водой, ты стоишь мимо. У тебя все льется, говорит, на спину, и ты волосы не промываешь. Потом будет там перхоть, чесаться будет, вообще все в таком духе. И она делает к ней шаг, она говорит: давай я тебе помогу, говорит, поставлю. То, как ее остановила дочь, я вам честно скажу, я была в шоке. Очень грубо, очень... Я даже не знаю, как это было сказано. Я имею в виду, я не могу подобрать слова. Я, к сожалению, сейчас дословно фразу не помню. Но я вам честно скажу, я тон человека чувствую всегда. И я от тона этой девочки просто шарахнулась. Она так сказанула матери, что та шаг назад сделала и такая: хорошо. Что-то типа такого: я тебе сказала, не подходи ко мне. Вот что-то типа такого. Нет, я сказала. Ребенку лет 10. Я стою рядом, у меня шок. Я смотрю на эту женщину, она стоит так, я не скажу, что улыбается, но я увидела, что это норма. Дочь стоит под душем, причем это долго было, понимаете, это все-таки общественное место, это банный комплекс. Ты помылся, уходи, как говорится, освобождай место. Дочь стоит, эта девочка стоит, ей мать и говорит: ты давай быстрее, тут ты не одна, толку вообще никакого. И вот от этого тона я стою, смотрю на эту женщину, и она мой взгляд поймала и стоит на меня, смотрит. И я ей говорю: никогда не позволяйте разговаривать таким тоном. Она стоит на меня, смотрит, продолжает смотреть. И я ей сказала: я мама 2 взрослых дочерей, я знаю, о чем я говорю. Иначе последствия для вас будут самые печальные. Дочь мылась под душем, видимо, не слышала. И сквозь воду такая говорит: что она сказала? И мать ей говорит: вот мне сказали, что ты плохо себя ведешь. Я больше не стала вмешиваться, я не стала комментировать, я
отвернулась и занялась своими делами. И вот эта сцена, она произошла буквально несколько часов назад. Я просто сейчас пришла домой и не могу не оставить эту запись, потому что я как целое кино увидела, цепь таких же подобных ситуаций, которые я наблюдала в течение очень многих лет. Я периодически говорю на эти темы, но вот сегодня пришло время, видимо, напомнить. У нас в жизни началось какое-то очень большое искажение. У нас так стали относиться к детям с какой-то маниакальной, я не знаю, любовью, которая дает свободу, которая уже переросла в какое-то, я даже не знаю, к сожалению, не могу сейчас определение подобрать. Почему-то вот эта вот любовь стала литься на детей вместе с той свободой, в которой нет никаких маяков, в которой нет никакого направления. Дети решают все в жизни, семьи, взрослых. Краем уха тоже услышала, как мама ребенку, к сожалению, я просто не видела, кто там, мальчик, девочка, потому что сегодня так было много женщин с детьми. В соседнем, как говорится, там несколько таких вот отсеков. И в соседнем отсеке женщина говорила ребенку: вот давай ты посиди, а я пошла. Можно? Да, можно. Я пошла. Я могу пойти? Я можно. И вот она вот это можно столько раз проговорила, то есть она спрашивала разрешение у ребенка уйти. Почему? Почему? Почему ребенок решает, уйти ли матери? Почему она у него разрешение спрашивает? С каких пор наши дети решают нашу жизнь, определяют ее, вообще определяют? Я уверена глубоко, что если вот ничего не менять вот в таких отношениях, то придет время, и эти родители будут получать по полной программе отношения, явно без уважения. Вот как та девочка под душем, как она разговаривала со своей матерью, я уверена, это только лет 10 вот сейчас ей, 10-11, я не знаю. Это только начало, это только начало. И я смотрю, она точно так же разговаривала вот с теми знакомыми, которые рядом мылись, с каким-то таким вот высокомерием, никакого уважения. А что дальше-то будет? Понятно сразу, если такая ситуация, то сразу вопрос, а как тогда иначе? Например, в моей семье я, конечно же, могу апеллировать только моим опытом. Например, вот в моей семье такие моменты, когда происходили, а они, конечно же, тоже происходили. У меня сейчас всплывает ситуация, например, с моей младшей дочерью. Вот она у нас там такая тоже может себе позволить, и в свое время тоже были такие понятные моменты. Старшая не так, а вот младшая это такая была с такими же вот задатками. И когда она себе позволяла вот такую, я считаю, что крайность. Понятно, они там границы изучают, это все понятно. Я сейчас не буду вдаваться в подробности вот этих вот психологических исследований. Мне кажется, вот
Они абсолютно никому не нужны, и я не знаю, зачем их вообще на самом деле проводят. Ну, ты знаешь, что это там какие-то границы нарушаются, ты понимаешь, а дальше-то что с этим делать? Я поэтому ни в каких анализах, никакие анализы не предлагаю. Не предлагаю глубоко исследовать эти процессы, чтобы не перегружать ненужной информации. Для меня она ненужная. Для меня чисто житейская ситуация, которая явно говорит, здесь не есть норма, здесь отклонение. Это не есть правильно. Каждый должен быть на своем месте. Но это все, что я могу сказать из таких умных моментов, потому что когда дети себя так ведут, они явно себя ведут выше взрослых, что не есть правильно. И самое интересное, что это взрослые их поставили на какой-то пьедестал сумасшедший, никому не нужный абсолютно. Потому что если, я еще раз говорю, с такого пьедестала начинается жизнь, то потом та же жизнь, реальность так будет учить этих детей, где быть на своем месте, что мало никому не покажется. И те же родители хапанут по полной программе. Так вот, когда моя младшая дочь себе позволяла какие-то моменты, я ее всегда останавливала. Всегда. У меня никогда не было неважных моментов в таких случаях. Наша жизнь состоит вот из таких как раз моментов. Неважных разговоров вот такого плана не бывает. Нельзя глотать. Нельзя позволять ребенку вести себя подобным образом. Маяки нужно выставлять всегда, день за днем, ситуация за ситуацией. Проходить мимо нельзя. И нужно останавливать, обязательно нужно останавливать. Ну, во-первых, конечно же, понимать в первую очередь, кто есть кто в семье главный, кто определяет, кто направляет. Да, я люблю свою дочь, да, я ее бесконечно люблю, я все для нее сделаю. Но есть вещи, которые переступать нельзя. И это, например, вот при общении со мной. Вот здесь вот, да, есть такие определенные правила, которые я требую соблюдать. Во-первых, уважение, что выражается в тоне разговора со мной. И поэтому, когда моя младшая дочь позволяла, я уж, господи, какой раз захожу на этот пример, и все не могу закончить. Надеюсь, сейчас получится. Я ее прям останавливала. Я тебя слышу. И сразу тебе хочу сказать, не надо со мной разговаривать подобным тоном. И дальше, в зависимости от ситуации, я ей раскладывал. Это будет вот так, и вот так, и вот так, потому что вот это и вот это. Но я ей прямо четко вот эту фразу всегда говорила. Мне неприятно, как ты со мной разговариваешь. Тон смени. И не забывай, кто я. Иначе я буду напоминать уже другим тоном и другим образом, если ты сейчас не поймешь. Сразу менялось все. Сразу, абсолютно, тут же. Тон уже совершенно другой. Я все поняла. Все. Иногда было такое, проскальзывала, вот она рассказывала там о ком-то. И вот подобным образом вот прямо лилось вот это вот все. Я ей постоянно вот эти вот моменты объясняла, что нельзя так. Это неправильно. Потому что если ты не поменяешь манеру общения, я буду разговаривать с тобой точно так же.
Вот сейчас я с тобой говорю, но это понятно, сейчас я уже как-то спокойно говорю. А когда разговор случался в моменте, там искры летели еще так. И я сразу обозначала вот эти границы моментально. И поэтому в этой ситуации я бы 100% не стояла бы и не улыбалась. Ну, не то, что эта женщина улыбалась. Стоит и почти улыбается. Ну, дочка не захотела, чтобы мама помылась. Так это не то, что дочка не захотела. Там у дочки вообще уже... Дочка охренела, по-русски говоря. А мама так и не заметила, что там уже монстр вырастает. Еще несколько лет и начнется вообще. Ой-ой-ой. А потом мы удивляемся, как вот с таким неуважением вот эти вот подобные молодые люди выходят в мир, и как они ведут себя уже с окружающими. Вот то же самое. Если она собственную мать не уважает, таким тоном разговаривает, что от этой девочки ждать уже дальше в социуме? Таких примеров уже полным-полно. Ну и также та ситуация, про которую я говорила, когда там мама спрашивала у ребенка, можно. Вот это сплошь и рядом, вообще сплошь и рядом. Дети определяют нашу жизнь полностью. Отдали им все. А дети не знают, что с этой свободой делать. И вот они себя ведут так, как телевидение научило друг от друга. Они же тоже все видят, они как губка впитывают. И все, и понеслась. А потом мы удивляемся, почему они нас не слышат, почему они нас не понимают, почему они такие вот и такие, и такие. Да, сами отдали, маяки не выставили вовремя, а свободу дали. Но кто детям дает свободу? Вы о чем? Любому ребенку нужно задавать направление. Это неуемная энергия, и ее нужно направлять. Маяки нужно выставлять. Точно так же, как это делали в Советском Союзе. Огромный пример, самый лучший. Маяки должны быть. Обязательно. Уважать старших. Соответственно, вести себя. Вы посмотрите, что творится в общественном транспорте. Я, когда захожу в общественный транспорт, у меня волосы шевелятся. Я вот когда без машины осталась, естественно, я начала ездить на общественном транспорте. Я была в шоке. Молодежь заходит и садится автоматически. Заходят пожилые люди, ладно, там постарше, бабушки, дедушки, эти даже не шевелятся. Никто не уступает место, никто. Это разве норма? Они даже не смотрят, у них вообще вот никаких ориентиров нет. Молодые парни сидят, девушки рядом стоят и сидят. И мужчины сидят, и молодежь сидит, девушки, парни, старики рядом стоят. Я уступаю место, они на меня смотрят все время с таким взглядом. А сколько раз я молодежи говорила, чтобы уступали место старшим? Не мне, я постою, слава тебе, Господи, здоровая. Рядом стоят старики с сумками, с кошелками, с какими-то. Эти даже не шевелятся. Я помню, ехала в маршрутке, зашла женщина. Я стою. Мне скоро выходить. Я стою. Сидят ребята, человека 3, наверное, в телефонах. Я их прям вот так вот тыркать начала. Я говорю, молодежь, я говорю, посмотрите, женщина стоит. Они друг на друга смотрят. Я говорю, еще раз повторить, что ли? Женщина зашла и стоит. Я говорю, вам это нормально? Парень один встал, один тоже, видимо, дернулся, но увидел, что этот встал, уже не стал вставать. Хотя там еще одна женщина стояла.
А один вообще даже голову не поднял. Вот он как сидел в телефоне, он так и сидел. А ведь это все начинается с семьи. Где те нормальные маяки, по которым мы сами жили? Почему они куда-то пропали? Ну кто их куда-то, я не знаю, вытеснил, выкинул? Ну это же неправильно. Это неправильно, это не есть норма точно. И мы сейчас пожинаем просто какой-то кошмар. Я помню, работала в детском центре. Вот это, наверное, была самая такая первая ситуация несколько лет назад, которая меня просто потрясла. Это был, по-моему, где-то год, наверное, 15-й, 16-й. Не могу сейчас вспомнить точно. Работала в детском центре. Ну как работала, я имею в виду, я там иногда это арендовала. Вот. Не буду говорить центр, не буду говорить фамилии, ничего не буду говорить, просто скажу. Детский центр работала я. И в этом центре работала, ну, понятно, значит, компания, господи, группа педагогов, учредитель, в общем, все прекрасно, все здорово. Нормальный, хороший детский центр. Я стала свидетелем такой ситуации. Холл, вот как заходишь в этот центр, вот этот холл. Здесь у административной стойки, значит, стоит собственница, стоит педагог с огромным стажем, прекрасный педагог. И стоит ребенок собственника, собственницы. Я не помню, сколько было сыну лет в тот момент. Ну, года, наверное, 4-5, наверное, так. Ну, плюс-минус, не помню. Честно говорю, не помню, сколько лет было. Ну, не ребенок, точно не грудной. Но, по-моему, и не школьник еще. Но уже мозги-то есть точно. И вот, короче, я не помню вообще, с чего такая ситуация произошла. Но суть какая была. Вот этот ребенок, он как раз вот занимался у этого педагога, который здесь тоже стояла. Уж не помню там, какие разговоры были о чем. И вдруг этот вот сын педагогу говорит: ты дура. Вы знаете, от этих слов, в принципе, наверное, бывает такое, что дети что-то там выкидывают. Но я просто замерла, потому что я сама мама, я бы на этих словах, как минимум бы отреагировала, да так отреагировала, что мало бы ребенку не показалось. И мне эту женщину было, педагога я имею в виду, безумно, безумно жалко. Мне было стыдно, что я была свидетелем этой ситуации. И мне ее было безумно жалко. Я прямо видела, как... А так получилось, что я стояла со спины. Я там что-то с книгами разбиралась. И получилось, что я видела всех их. Вот педагог стоял ко мне спиной. Сын, значит, вот собственника тоже рядом стоял, я уж не помню, они там что-то разговаривали. И собственница стояла с лицом. И вот реакция матери. Ой, ты такой вообще смешной. Вы представляете? И я увидела, как заледенела спина педагога. Мне было так стыдно за то, что я не представляю, мне было просто вот физически и морально плохо. И она вот это в шутку все превратила. Я стою вот так, смотрю на все это, и вы думаете, кто-нибудь этому сыну еще хоть что-то сказал? Вы думаете, мать ему сказала: извинись перед педагогом?
что, мягко говоря, это очень мягко говоря, ты не прав. Это как минимум извиниться и как максимум самый серьезный разговор. Очень серьезный. Так, чтобы маяки на всю жизнь вдолбить. Как нужно разговаривать со старшими, тем более с педагогом. О каком уважении потом может идти речь со стороны ребенка вообще? Будет он уважать вот этого педагога, если мать спустила на тормоза просто ужасный момент? Конечно же нет. И все это было поставлено вот в такую что вот детям вся свобода. Какие-то безобразные формы приняла эта свобода. Я очень хорошо помню, что иногда вот тоже вот там же я была свидетелем, как педагоги спрашивали у детей, чем заниматься. Вообще, вот это вообще, это как это? Это как это? Как дети 3, 4, 5, 6 лет могут определять рабочий день центра? Ну как? Это страшно. Это очень страшно. Это не любовь. Это беспредел. И дело в том, что потом такие люди вырастают, и для них нет чувств других людей. Нет уважения, нет понимания, нет почитания. Нет маяков элементарных, услышьте меня, элементарных маяков, которые должны быть у ребенка с самого рождения. И вот сегодня именно это кино-то я и увидела, когда вот эта девочка под душем тут выдала матери, и я увидела вот это все кино, ту вот ситуацию в детском центре. И я просто, конечно, вообще под большим впечатлением от поведения взрослых в первую очередь. Неужели у самих взрослых не срабатывает вот это вот, как сказать-то, я даже не знаю. Правильное понимание воспитания. Их же самих воспитывали, и это нормально. Я не знаю, я не беру здесь уже куда-то углубляться в анализ поведения взрослых. Но то, что это искажение в жизни и очень большое, которое как минимум, мне кажется, может привести, не знаю, просто к ненормальным отношениям, во-первых, между родными в семье, ну и как следствие, это прямо беда. Это прямо беда. Нам необходимо возвращать уважение в свою жизнь, в отношения между членами семей, между людьми вообще. Это как минимум уважение. Не говоря о том, что уже детям нужно, еще раз говорю, одно и то же, вот получается, я повторяю всю эту запись. Необходимо выставлять элементарные маяки, направлять их, определять их жизнь, а не спрашивать у них разрешения, куда идти и что делать.
да, объяснять, да, учить. Так вот именно учить. А то получается и не научили. И, в общем, даже не знаю, как заканчивать уже. Честное слово. Растерянность, большая растерянность и прям грустно-грустно. Вот, поэтому использую то, что есть у меня. Именно вот эту возможность оставить эту запись, чтобы вы послушали, посмотрели на свои отношения с вашими детьми, скорректировали при необходимости. Если есть желание поделиться, я буду только рада. Если есть желание задать какие-то новые вопросы, ради Бога, задавайте, я буду только рада делиться моим опытом. И в моей жизни всякое было. Конечно же, так же шла, так же училась сама, учила своих детей. Всю жизнь как губка впитываю, как должно быть в этой жизни. Я вот чувствую, как должно быть, потому что, да, очень много маяков мне просто на старте дали. Я дитя Советского Союза, там уже, как говорится, не обсуждалось. Ну, там, конечно, были свои крайности, но я очень рада, что все-таки маяки были выставлены, я вам честно говорю. Я очень рада, я очень признательна жизни вот именно за такой старт. И благодаря этому я общаюсь со своими детьми. А то, что я сейчас наблюдаю, в большинстве случаев, слава богу, есть исключения. Вот, к сожалению, исключения — правильное поведение взрослых со своими детьми. Слава богу, есть, я вижу это. Но сегодня я здесь для того, чтобы показать, что очень много искажений. И последствия этих искажений будут очень печальны для семьи в первую очередь. А потом эти дети будут создавать свои семьи. А там что будет? Если родители, которым выставляли маяки, а вот сейчас-то еще все равно рожают молодые семьи, у кого еще хоть какие-то, наверное, маяки были. А потом-то вообще не будет это. Что будет твориться-то вообще в мире? И сейчас-то уже, конечно, беспредел. Вот я вообще беспредел. Но сейчас еще хоть как-то, тут еще хоть как-то можно. Все-таки где-то, я еще раз говорю, есть за что держаться. А валом-то происходит что? Наглость, высокомерие, неуважение. А это только-только первые годы. Поэтому я надеюсь, что мое слово для кого-то будет ценным. Вот такой сегодня захотелось мне повести разговор об актуальном и важном. Ну, в принципе, я все сказала, не буду больше задерживать ваше внимание. Благодарю, что уделили свое время. Я открыта и на связи, если захочется поделиться или задать вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.